Какова дорожная карта развертывания всеобщего ухода за оборудованием? Сегодня рассмотрим ответ на этот вопрос. И если вам интересна тема бережливого производства, то смотрите до конца, и в конце я предоставлю типовую дорожную карту развертывания TPM. Прошлое видео было посвящено ответу на вопрос одного из подписчиков. С чего начать проект TPM? Ссылка на это видео сейчас будет в верхнем правом углу экрана. Нажимайте, кликайте на него и посмотрите. Тема зацепила некоторых подписчиков канала, и по их просьбе решил не останавливаться. Ко мне пришло письмо от подписчика канала Андрея. Он попросил рассказать о дорожной карте развертывания TPM. Андрей, спасибо за вопрос. Сегодня я расскажу об основных этапах работы команды по развертыванию TPM. Безусловно, в каждом конкретном случае план необходимо привязывать к реальным условиям, учитывать уже имеющийся опыт и инфраструктуру управления производственными активами. Первый шаг – разработка стратегии TPM. Об этом было уже сказано в предыдущем видео, на которое я уже указывал. Напомню, что стратегия должна содержать конкретные отсмартованные цели TPM, перечень ключевых задач TPM. Стратегия должна быть каскадирована до линейного уровня предприятия. Сегодня мы продолжим эту тему, так как стратегия для меня это и есть дорожная карта. А в конце видео будет типовой план развертывания TPM на предприятии. При развертывании TPM мы должны решить 5 ключевых задач. Это первое – формирование базы знаний по оборудованию. Второе – создание базы данных статистических показателей по оборудованию. Третье – организация работы ремонтных и сервисных служб. Четвертое – организация производственного обслуживания. Пятое – снижение потерь на оборудовании. И в этом видео мы поговорим подробнее про решение каждой из перечисленных задач. Начинаем с формирования базы знаний по оборудованию или в целом по производственным активам. К сожалению, этот пункт очень часто пропускают, несмотря на наличие существенных проблем в этой области. В рамках задачи делаются следующие шаги. Систематизация и организация хранения документации по оборудованию. На своей практике я встречал такое, что документация по оборудованию, например, паспорта, руководство по эксплуатации, спецификации, проектные документации, гарантии, и тому подобное, хранится крайне аккуратно, не систематизировано. Почему это важно? Внести порядок в документации на старте проекта по TPM. Потому что дальнейшая работа должна опираться на документы, поставляемые с вашим оборудованием. Следующий шаг – определение и регламентация ключевых эксплуатационных параметров работы оборудования. К таким параметрам могут относиться предельные нагрузки работы оборудования, скорость, температура, давление, энергопотребление при нормальной эксплуатации, режим окружающей среды, пригодный для эксплуатации, например, температура, влажность, уровень вибрации, загрязнений и тому подобное. Затем необходима стандартизация допусков расходных материалов, таких, например, как специальные жидкости, смазывающие материалы, инструменты и тому подобное. На базе всей этой работы, которая была проведена выше, необходимо создать нормативную документацию в части эксплуатации и обслуживания производственных активов. Это уже требование для обеспечения безотказной работы оборудования. Если на предыдущем этапе изучаются больше внешние документы, то на этом формируется внутренняя нормативная база. Еще один шаг – это аудит текущих условий эксплуатации, выявление и устранение несоответствий. Заключается в том, что на основании нормативной базы проводится анализ реальных условий эксплуатации оборудования. Такой анализ призван выявить несоответствия требованиям и их устранить. На этом этапе, если есть такая возможность, рекомендуется развернуть информационную систему по учету, контролю и анализу производственных активов. Следующая большая задача в рамках создания систем всеобщего ухода за оборудованием – создание базы данных статистических показателей по оборудованию. Давайте посмотрим, что необходимо сделать в рамках этой задачи. Начинается все с определения перечня оборудования для постоянного статистического контроля. Конечно, вы можете взять под статистический контроль все оборудование. Это будет очень круто. Но если вы только начинаете, то, скорее всего, для вас это будет слишком сложная задача. Я рекомендую сконцентрироваться на двух группах оборудования. Это, первое, узкие места, то есть то оборудование, которое ограничивает весь проход потока. Это оборудование, производственной мощности которого явно не хватает. И второе, это критически важное оборудование.
Это то, отказ которого приведет к существенным сбоям в жизнедеятельности предприятия. Например, это может быть энергетическое оборудование. Концентрация на ограниченном перечне оборудования упростит вам сбор и обработку данных. Следующий шаг. Стандартизация порядка фиксации исходных статистических данных. На этом этапе мы должны понять, какие исходные данные по оборудованию будут собираться. Например, это может быть время аварийных простоев, время переналадки, время работы, объем выпуска, размер брака, ну и тому подобное. После определения перечня данных необходимо понять, как это будет фиксироваться. Автоматически, рабочий будет оформлять на бумаге, или может наладчик отмечать в компьютере, или ремонтник сделать запись в журнале простоев. То есть необходимо разработать учетные процедуры для сбора первичных данных. Следующим шагом необходимо создание информационной базы данных, куда статистические метрики будут поступать. Если у вас внесение данных происходит автоматически, сразу в информационную систему, то это здорово, у вас эта задача практически решена. База данных нужна для того, чтобы получить накопление необходимого массива статистических показателей из отдельных записей, реестров, актов, эффектных ведомостей и тому подобное. То есть вся эта информация должна куда-то поступать. Последний шаг – развертывание системы интерпретации и анализа статистических данных. На данном этапе мы должны наладить передачу обработанных сведений лицам, принимающим решения по оборудованию. Нужно определить частоту и форму аналитических данных. Мы можем тем или иным образом автоматизированно или в Excel, или вручную начать отслеживать показатели по оборудованию в формате таблиц, графиков, диаграмм Паретта или контрольных карт Шухарта. Задача, связанная с организацией работы ремонтных и сервисных служб, включает в себя такие шаги, как стандартизация технического обслуживания, плановых и аварийных ремонтов, внедрение обучения на производстве, TWI для сотрудников службы, разработка методов анализа причин и предупреждения поломок, организация рабочих мест и производственной среды для ремонтных и сервисных служб, обучение операторов методам работы, предупреждающим поломки. Это функция именно ремонтных и сервисных служб. Создание системы мотивации ремонтных и сервисных служб ориентировано на поддержание безотказности работы оборудования. Я сознательно по-быстрому проскочил все предыдущие пункты, поскольку они мне кажутся понятными. Если есть вопросы, задайте. Немного остановлюсь на системе премирования ремонтных служб. Я часто встречал сдельной системы оплаты труда для таких подразделений. Получается, чем больше ремонтник ремонтирует, тем больше он получает. Я рекомендовал бы вам задуматься о продуманности такого подхода, если он у вас есть. Я не хотел бы сказать, что это совсем не работает, но риски, по моему опыту, резко возрастают, что оборудование будет ломаться чаще. Задача, о которой чаще всего вспоминают при разверте TPM, это организация производственного обслуживания. Встречаются, кстати, определения такие, как автономное обслуживание, самостоятельное обслуживание. Суть задачи – передать по возможности максимальное количество функций по уходу за оборудованием операторам, безусловно, с учетом сложности и рисков передачи таких функций. В этом видео я не рассказываю о том, как проанализировать и изменить матрицу ответственности при развертывании TPM, а расскажу о широко известной концепции 7 шагов перехода к автономному обслуживанию, которая включает в себя следующие шаги. Чистка, совмещенная с проверкой, когда наводится порядок на оборудовании, устранение источников загрязнений и неисправностей, разработка стандартов чистки, смазки, осмотра для операторов, обучение операторов методам проверки и контроля работоспособности оборудования, стандартизация работы и обслуживания оборудования операторами, организация поддержания порядка на рабочем месте, создание поддерживающей производственной среды с элементами визуального управления, например, размещение стандартов, контрольных листов, контрольных меток на рабочих местах. Еще раз повторюсь, что в большинстве случаев, когда говорят о разверте TPM, вспоминают именно эти 7 шагов. Как видите, моя трактовка гораздо шире. Последний шаг в моем перечне – это снижение потерь на оборудовании. Но обращаю ваше внимание, для меня это самый главный шаг. Переналадка. Этот вид потерь, который не только не позволяет предприятию выпускать больше, но и существенно снижает гибкость производства, не позволяет перейти к поставкам точно вовремя. Запуск и остановка. Некоторые типы оборудования требуют времени на подготовку перед началом эксплуатации и после нее.
Например, прогрев или наполнение емкости в начале смены, остывание и слив в конце. Снижение скорости работы оборудования. Брак на оборудовании. Простое в аварийном ремонте. Все перечисленное не требует разъяснений. А вот время ТО и плановых ремонтов часто не рассматриваются как потери. Здесь нужна ремарка. Речь идет о том, что сокращаются потери при выполнении такого рода работ. Например, ошибки, перемещения, ожидания. Ни в коем случае сам объем сервисных работ не уменьшается. Организационный простой. Когда оборудование простаивает, например, из-за ожидания материала или загрузки управляющей программы, отсутствия необходимого инструмента и тому подобное. При разработке дорожной карты я рекомендую буквально написать задачи, связанные со снижением потерь на оборудовании. При этом всегда призываю сфокусироваться на узких местах. Например, должны быть определены конкретные задачи в области повышения эффективности эксплуатации оборудования. Например, сокращение времени переналадки станков лазерной резки, сокращение потерь времени на запуске и остановке промышленных машин, сокращение случаев снижения скорости конвейера подачи материала, ликвидация брака, замятие банок на дозаторе, снижение простоев в аварийном ремонте фрезерных станков, уменьшение времени технического обслуживания и планового ремонта на участке станков с ЧПУ. Вот эти задачи являются основой для развертывания проектов по сокращению конкретных потерь при эксплуатации оборудования. Таким образом, типовой план развертывания может выглядеть так, как у меня на слайде. Иллюстрация здесь приведена как пример. На реальном предприятии не обязательно двигаться во всех направлениях, которых я обозначил. Любое копирование карается по закону здравого смысла, напоминаю вам. Картина не будет полной, если я не расскажу, что развертывание такого плана может проходить по двум сценариям. Первый, когда развертывание происходит с опорой на типы производственных активов. Посмотрите на слайд. Это могут быть основное производственное оборудование, инженерная инфраструктура, технологический транспорт, погрузочно-разгрузочное оборудование и механизмы, конвейеры, энергетическое оборудование, компьютерное оборудование и средства связи, технологический транспорт и автотранспорт. То есть по каждому типу производственных активов решаются вот эти 5 задач. Формирование базы знаний, создание базы данных статистических показателей, организация работы ремонтных и сервисных служб, организация производственного обслуживания и снижение потерь в контексте отдельных типов производственных активов. Второй сценарий, когда развертывание происходит по подразделениям. Посмотрите на слайд. У нас есть перечень подразделений, и мы формируем график решения 5 задач, но уже по отдельным подразделениям. Например, цех заготовки, сборочно-сварочный цех, цех покрытий, сборочный цех, цех упаковки, транспортный цех, департамент складского хозяйства, энергоцех, ремонтно-механический цех. Есть варианты смешивания двух сценариев. Вот такую дорожную карту я предлагаю при развертывании всеобщего ухода за оборудованием. Материал сегодня был такой непростой, много каких-то технических деталей, но надеюсь, кому-то он был очень полезен. Поставьте лайк этому видео, сделайте его репост, напишите комментарий и подписывайтесь на канал, для меня это очень важно, поддержите мою работу. А на сегодня это все, увидимся.